Глава 40. Вполне возможно, что Селиню лишь показалось, но плечи Хуачена будто на короткий миг напряглись. Еще через мгновение он совершенно спокойно ответил. «Я же говорил, в следующую нашу встречу я предстану перед тобой в первоначальном образе». Селянь улыбнулся до ушей и искренне произнес. «Прекрасно, без насмешки, без утешения, просто и естественно». Хуачен усмехнулся, и на этот раз выражение его лица стало по-настоящему спокойным. Они прошли еще немного, как вдруг Селянь вспомнил об одном очень важном деле. Сняв с груди серебряную цепочку, он спросил. «Кстати, насчет кое-какой вещицы, это ведь ты ее оставил». Хуачен бросил взгляд на кольцо и с легкой улыбкой ответил. «Я подарил его тебе, Селянь. Что это, Хуачен? Никакой ценности оно из себя не представляет, просто прими как милую безделицу». Несмотря на ответ, Селянь все же понимал, что ценность подарка наверняка пугающе высока. В таком случае, премного благодарен Сань Лану. Когда он снова надел кольцо на шею, в глазах Хуачена пробежала едва заметная искра. Селянь огляделся по сторонам. «Когда в игорном доме ты сказал, что собираешься посетить Дом Блаженства, я подумал, что Дом Блаженства – это какой-то публичный дом. Но по виду он больше похож на дом песен и танцев». Хуачен приподнял брови. «ГГ, о чем ты вообще говоришь? Я никогда в жизни не посещал публичных домов». Селиню это показалось удивительным. «Правда, Хуачен, конечно, правда». Они подошли к кушетке из черного нефрита и сели рядом. Хуачен добавил, «Это место я построил просто ради забавы, можно сказать, как одну из своих резиденций. Когда есть свободная минутка, прихожу сюда побездельничать. Если не досуг, то и не вспоминаю о нем». Селянь, так значит, это твой дом. Хуачен поправил, резиденция, не дом. Селянь, разве есть разница? Хуачен, конечно, есть. Дома есть домашнее. Место, где ты живешь один, домом не зовется. Его слова слегка затронули сердце Селяня. Ведь тогда получалось, что он вот уже как 800 лет не имел дома. И хотя на лице Хуачена не отражалось ни капли тоски от одиночества, Селиню показалось, что в этом они, возможно, схожи. Вновь послышался голос Хуачена. «Если говорить о доме, маленькое местечко, такое, как монастырь водных каштанов, будет в 10 тысяч раз лучше, чем мой дом блаженства». Селянь был совершенно с ним согласен. И с улыбкой заметил, оказывается, Сань Лан по натуре романтик. Однако твое сравнение монастыря водных каштанов с этим местом повергает меня в смущение. Хуачен рассмеялся. «Из-за чего ты смутился? Честное слово, я не лгу, ГГ, твой монастырь водных каштанов хоть и невелик, но, как по мне, в нем намного уютнее, чем в доме блаженства. Он больше походит на настоящий дом». Селянь с теплом произнес. «Правда, что ж, если не брезгуешь, можешь наведываться погостить, когда захочешь. Двери монастыря водных каштанов для тебя всегда открыты». Хуачен изящно изогнул бровь. «ГГ, раз ты сам это сказал, в таком случае, повиновение станет лучшим проявлением уважения. Впредь не говори мне, что я тебе надоел, Селянь, ни в коем случае не буду. Кстати, Сань Лан, я должен попросить тебя об одной услуге, вот только не знаю, найдется ли у тебя время». Хуачен, что за услуга? В моих владениях можешь прямо высказывать любые просьбы. Селянь, улаживая проблему на горе Юздзюнь, я встретил там юношу, который, возможно, как-то связан с моим родным государством. Хуачен слегка прищурился, но промолчал. Селянь продолжил. Тот юноша перепугался так сильно, что сбежал. Я долго искал его, но все без толку. А когда прогуливался по твоему призрачному городу, внезапно обнаружил, что он скрывается здесь. Сань Лан, могу ли я просить тебя, как хозяина этого места, помочь мне отыскать его? Лицо мальчика перевязано бинтами, он только что скрылся в толпе неподалеку от Дома Блаженства. Хуачен улыбнулся. «Хорошо, я понял. ГГ, не стоит волноваться, просто немного подожди». Селянь облегченно выдохнул. «Я правда очень благодарен тебе, снова. Хуачен, пустяки, вот только ты так просто оставил Лан Цаньцу одного».
Сэлянь подумал, что если бы Лан Цаньсу пришел сюда с ним, неизвестно, что бы он еще натворил со своей излишней прямотой. Поэтому наилучшим решением было встретиться с ним позже. Принц, к слову, произнес: «Его высочество Тайхуа добавил тебе хлопот в игорном доме, прошу прощения за это». На лице Хуачена вновь появилась немного презрительная улыбка. «О чем ты? Кто он такой, чтобы называть его выходку хлопотами?» «Сэлянь, он попортил имущество». Хуачен, улыбаясь, ответил: «Исключительно из уважения к Гиге, я не стану взыскивать с него плату за испорченное имущество. Только пусть не мельтешит у меня перед глазами, а катится куда-нибудь подальше». Сэлянь полюбопытствовал: «Сань Лан, неужели тебе все равно, что по твоим владениям расхаживают небожители? Неужели Хуачен в самом деле настолько бесстрашен?» Хуачен с улыбкой ответил: «Кое-что тебе все-таки неизвестно. ГГ, мои владения во всех трех мирах называют истинным разгулом нечисти, преисподней, куда стекаются все подлецы. Но на самом деле каждый хочет прийти сюда поразвлечься. Даже многие небожители лишь делают вид, что им безразличны мои владения, всячески выражая свое презрение. Но если им нужно втайне от всех провернуть какое-то дельце, каждый стремится незаметно проникнуть сюда, скрыв лицо под маской, и совершить задуманное. Если они не наводят шума, мне лень следить за ними, если же начинают безобразничать, расправляюсь со всеми одним ударом». Сэлянь, его высочество Тайхуа вообще-то не собирался устраивать беспорядки, просто, увидев ту ситуацию с игроком, посчитал, что не вмешаться нельзя, вот и поддался порыву. Хуачен бесстрастно произнес: «Все дело в том, что он слишком мало повидал. Тот, кто из двух вариантов, прибавить 10 лет жизни себе или же отнять 10 лет жизни своих врагов, выберет последний, как раз человеком и зовется, такова людская природа». Он сложил руки на груди и добавил: «Если такой дурень, как Лан Цаньсу, смог вознестись, значит на небесах и впрямь нехватка служащих». Сэлянь немного расстроенно потер точку между бровей и подумал: «Звучит не слишком приятно. Все-таки такой, как я, вознесся целых 3 раза». Поразмыслив немного, принц произнес: «Сань Лан, возможно, мои слова выйдут за рамки дозволенного, но я все же скажу. Твой игорный дом – весьма опасное место. Не принесет ли он тебе когда-нибудь неприятности? Игорный дом, где игроки ставят на кон своих детей, жизни и смерть врагов, поистине является преступным заведением. На мелкие происшествия можно закрыть глаза, но что если однажды ставка окажется слишком серьезной? Тогда небесные чертоги рано или поздно не смогут остаться в стороне». Услышав вопрос, Хуачен посмотрел на принца и ответил: «Ваше высочество задавались вопросом, почему Лан Цаньсу решил тогда вмешаться». Сэлянь удивленно замер, не зная, почему он вдруг спросил об этом. Хуачен добавил: «Думается мне, он наверняка сказал, что если бы он этого не сделал, то никто бы не сделал». Догадка оказалась верна. Очевидно, Хуачен видел Лан Цаньсу насквозь. «Сэлянь, он действительно так и сказал. Хуачен, в моем случае ситуация совершенно иная. Если я не возьму в свои руки контроль над этим заведением, наверняка найдется другой желающий. Чем отдавать власть над игорным домом кому-то еще, лучше я буду держать ее в своих руках». Сэлянь, как всегда соблюдая рамки приличия, кивнул. «Я понимаю». Видимо, несмотря на то, что Хуачен обыкновенно руководствовался чувствами, а не разумом, все же он придавал силе, находящейся в его руках, значение гораздо большее, чем принц представлял себе ранее. Хуачен добавил: «Тем не менее, благодарю ГГ за заботу». Внезапно снаружи раздался голос: «Градоначальник, найден и доставлен». Сэлянь посмотрел на дверь и увидел, что у занавеси склонился в малом поклоне посланник убывающей луны, приведший того самого юношу в лохмотьях и бинтах. Хуачен даже не обернулся. «Проводи его ко мне». Посланник убывающей луны приподнял мальчишку за шиворот, подошел и аккуратно поставил на пол. Сэлянь невольно обратил внимание на его запястье, желая убедиться, действительно ли он носит проклятую конгу. Но посланник с поклоном удалился, оставив юношу, который сейчас гораздо больше нуждался во внимании. Сэлянь первым бросился к нему со словами: «Ничего не бойся,
В прошлый раз я повел себя неправильно, такое больше не повторится. На принца смотрели огромные глаза, полные страха и недоверия. Возможно, у него не осталось сил бежать, или же юноша понял, что сбежать не выйдет. Посмотрев на Селяня, он бросил взгляд на столик перед нефритовой кушеткой. Селянь проследил за его взглядом и увидел на столике тарелку свежих сочных фруктов. Наверняка юноша скрывался от людей слишком долго и много дней ничего не ел. Принц повернулся к Хуачину, но не успел и слова сказать, как тот ответил. «Как пожелаешь, не нужно спрашивать меня». Селянь, также решив, что манеры могут подождать, произнес. «Благодарю», взял блюдо с фруктами и подвинул ближе к мальчишке. Тот без лишних слов схватил тарелку и принялся без разбора запихивать фрукты в рот. Видимо, он и правда ужасно проголодался. Даже когда Селиню, подобно бездомному псу, приходилось скитаться по свету и голодать, все же, если у принца появлялась возможность поесть, он никогда не набрасывался на еду столь жадно. Принц произнес: «Не спеши», затем, помолчав, попробовал задать вопрос. «Как тебя зовут?» Юноша, пожирая фрукты, что-то промычал, будто бы в ответ, однако принцу не удалось разобрать слова. Хуачен. Возможно, он многие годы не разговаривал с людьми, вот и разучился. А ведь верно, он даже с Сиаин особенно не разговаривал. Возможно, уже давно разучился говорить. Селянь вздохнул. «Не будем спешить». Юноша подчистую смел все фрукты на тарелке, словно вихрь унес облако. Селянь, глядя на черно-красные пятна крови на его повязках, поразмыслив, мягко произнес. «Я вижу, у тебя на лице раны, очень серьезные. Позволь, я помогу тебе с ними». Стоило принцу упомянуть раны, глаза юноши вновь наполнились страхом. Но Селянь продолжал мягко уговаривать, и потому юноша послушно сел рядом. Принц вынул из рукава бутылочку с лечебным порошком и принялся за дело, вначале размотав беспорядочно завязанные на лице юноши бинты. Как и следовало ожидать, лицо мальчишки было залито кровью, но страшные человеческие лица окончательно исчезли, осталась лишь вереница свежих кровавых шрамов. Когда они виделись на горе Юйцзюнь, лицо юноши покрывали ожоги, но на повязках не было так много кровавых пятен. Очевидно, впоследствии юноша при помощи ножа срезал или иссек следы, оставленные поветрием ликов. Руки Селяня слегка дрожали, когда он наносил порошок на раны. Хуачен внезапно сжал его запястье и произнес: «Позволь мне». Селянь покачал головой, аккуратно высвободил руку и уверенно ответил: «Не стоит, я сам». 800 лет назад в столице Синьлы многие заразившиеся поветрием ликов, за неимением иного выхода, избирали тот же путь. Тогда зрелище представляло собой настоящий ад на земле. Кто-то по неосторожности резал там, где резать было нельзя, и умирал от потери крови. Кому-то удавалось избавиться от человеческих ликов, но раны эти никогда больше не исчезали. Селянь, наматывая юноше чистые повязки, с каждым разом замечал, насколько правильные у него черты лица, прямой высокий нос, яркие глаза. Наверняка когда-то он был красивым парнем. Теперь же от взгляда на него люди задыхались от страха. Как и случилось с теми несчастными, даже после избавления от уродливых человеческих ликов, лицо юноши навсегда осталось таким, после одного взгляда на которое люди мучились ночными кошмарами. Впредь ему никогда не вернуться к первоначальному облику. С большим трудом закончив перевязывать раны, Селянь с дрожью в голосе спросил: «Ты из государства Синьлы?» Юноша посмотрел на него огромными глазами. Селянь спросил еще раз, но тот покачал головой. «Селянь, тогда откуда ты?» Юноша с трудом выговорил: «Юнань». Вспышка поветрия ликов затронула только государство Синьлы. Но юноша оказался уроженцем государства Юнань. Перед глазами Селяня потемнело, у него невольно вырвалось: «Ты когда-нибудь встречал белое бедствие?» Белое бедствие – источник поветрия ликов, символ дурного предзнаменования. До появления собирателя цветов под кровавым дождем звание самого страшного кошмара бессмертных небожителей принадлежало именно ему. Если бы Цзюню не уничтожил его лично, кошмар продолжался бы и по сей день. Этот непревзойденный всегда носил белоснежные траурные одеяния с развивающимися широкими рукавами и маску скорби и радости.
Так называемая маска скорби и радости представляла собой маску, правая сторона которой плакала, а левая смеялась, изображая не то радость, не то печаль. Ее появление где бы то ни было являлось предзнаменованием того, что вскоре это место погрузится в мрак. Во время последней битвы Сэлянь стоял на одной из башен городской стены императорской столицы Синьлы и, будто в забытии, с лицом, залитым слезами и покрытым черной пылью, смотрел вниз. Все расплывалось перед глазами, землю за пределами городских стен устилали трупы. И только белая фигура, с развивающимися на ветру широкими рукавами, оставалась невыносимо четкой. Сэлянь взирал на него со стены, когда этот белый призрак поднял голову, посмотрел на принца и помахал ему рукой. Та маска стала ночным кошмаром Сэляня, от которого он не мог избавиться даже спустя сотни лет.